твои слова, да в его бы уши. Me? Lost? No, not at all. Who would say such nonsense? There's not much of my family left. My parents were on holidays as Catharat burned down their village. My father died a few years ago. My sister ran off with some Nord sailor. Time to start my own life, isn't it? You say my mom actually contacted a group of Deidre just to get me back? No, she can't be that desperate. She didn't do the same as my sister went astray. Good try, though. Says the one surrounded by an air of summoned creatures. A necessary evil, you say? But what's dangerous about it? Are you sure? I don't want to fight a clan fear. It'll tear me to pieces like a rabid centurion. Even in the Mages Guild, and here, but there are so many Deidre running around. You're saying the things written in the monograph are a lie. I've never seen them as more than apparitions, tools, pieces of a puzzle, never as persons or animals. And why? As if there's a better place in Tamriel. Knights of Order, things made of crystals killing everything in their path. That doesn't sound very cuddly. Well, yes, you made your points, and you were right. I have to go back. Time to leave heaven for me, I guess. I'm just packing my things and move back to Velen. Then, I just hope we never see each other again. Оно не имеет хозяина? Destiny has approached, time to forge a new fate. You persuaded him to go back to his family and abandon his summonings. Great, really great. Speaking about summoning, there's a little trick only the highest ranking officers in Sheogorath's army know about. Or knew about. Anyway, here's a little spell with which you'll surprise any enemy. And maybe even yourself.
Anyway, the first contract was a full success. Thanks again. If you aren't already, I hereby name you Courier of the Stranded Light. Еще увидимся. Для меня радость говорить с тобой. И тебе всего наилучшего. Приветствую, защитник! Я к твоим услугам. Береги себя. Привет!
Не знаешь, что Гром будет делать теперь, когда старик Бенлин мертв? Доводилось ли слышать, что рыцари Алексей собираются в Иерусалим? До свидания. Бенлин мертв. Что? Да, вчера Здесь, в Бруме, о тебе столько говорят, рассказы дошли до замка. Полагаю, вознаграждение, которое тебе выдал Толган, подогрело твой аппетит. Позволь мне официально представиться. Я графиня Нарина Карвейн. Полагаю, выставленные здесь акавирские реликвии не прошли мимо твоего внимания. Можно сказать, что я в некотором роде коллекционер. Я потратила огромное количество денег и времени, чтобы собрать все эти частички древней истории. Могу сказать без ложного стыда, моя коллекция самая полная во всем Сиродиле и, возможно, даже за его пределами. Но один артефакт вот уже много лет ускользает от меня. Обладание этой древней акавирской реликвией сделает мою коллекцию завершенной. Конечно, я имею в виду драконий камень.
Этот камень — прекрасный образец мастерства аковирцев. Носимый как амулет, этот талисман защищает своего владельца от ядов любого типа. Камень выглядит как змея, свернувшаяся в клубок. Глаза этой змеи предположительно сделаны из драгоценных камней. Через свои источники я выяснила, что последним известным местонахождением камня были руины в Белом проходе. Тебе знакома история Белого прохода? Ближе к концу Первой эры захватчики с континента Акавир попытались отвоевать плацдарм здесь, в Тамриэле. В это время империя была разделена на мелкие княжества. Ремон Сиродил решил объединить их и сформировать армию, чтобы изгнать акавирских захватчиков. Это войско известно как армия Ремона. Две армии сошлись на территории нынешнего Северного Сиродила. Акавирцы были сильны и хорошо вооружены. Однако их большой ошибкой было решение пройти к своей цели через Моровинд. Они недооценили могущество и хитроумие Вивека. Лорд Вивек сформировал альянс с королями дриугов, тех самых, что узнаваемы по трезубцам в руках. Из Моровинда он ударил по арьергарду аковирцев. Это не только заставило аковирцев сражаться на два фронта, они также были отрезаны от подкреплений и припасов, поставляемых по морю. Не совсем. Армия Ремона знала, что аковирская армия управлялась из тайного командного поста в горах. По слухам, он находился в заснеженной долине, называемой Белый проход. Именно на нем Ремон сосредоточил свое внимание. Когда армия Ремона поднялась на горы Джерал, аковирцы неожиданно сдались. Решено было, что они оценили силы и обнаружили превосходство противника. Странно, что их командный пост и Белый проход так никогда и не были найдены. Было объявлено, что все это вымысел, и армия Ремона отпраздновала победу. Мое внимание привлек тот факт, что этот пост все-таки существовал, и он был последним известным местонахождением драконьего камня. Если ты найдешь драконий камень для меня, я с радостью компенсирую твои расходы, наградив тебя другим аковирским артефактом. Ты в деле? Я знала, что ты согласишься. Хорошо. Давай я расскажу тебе о том, как можно найти камень. В мои руки попал дневник, написанный аковирским посыльным. Я подозреваю, что его текст может привести тебя к руинам. Вот перевод отрывка, который нам удалось прочесть. Он был сильно поврежден. Я также приложила набросок карты, находившейся в этом дневнике. Также я даю тебе ключ, который был найден вместе с дневником. Полагаю, он может пригодиться тебе, когда ты прибудешь на место. Нанятые мной разведчики уже пытались найти руины Белого прохода, но им удалось найти лишь первый из серии ориентиров. Эти ориентиры упоминаются в дневнике. Один из них, названный там «Коготь дракона», был найден. Я помечу эту скалу на твоей карте. Остальное за тобой. Мои разведчики доложили о жутком холоде и опасных существах, населивших те места. Все это вынудило их прекратить поиски. Будь осторожнее и возвращайся поскорее. Удачи! Камень ждет, как и вознаграждение, которое ты получишь, если найдешь его. Дневник посыльного составит хорошую компанию камню в моей коллекции. Это вопрос доверия, а я пока что не вполне тебе доверяю. Слушаю. Бла-бла-бла. Да что? Весьма неплохо. Да ты Нет, ты слишком высок. Да что? Ой, как трогательно. Хорош. Да
Это замечательно. Неплохо. Я как раз подыскиваю достойного владельца на один особенный дом. Это милый маленький дом, удобно расположенный рядом с главными воротами. Превосходно. Я прикажу, чтобы немедленно оформили все документы. Вот твой ключ от входной двери. Как я уже сказала, он находится рядом с главными воротами. Я сама осматривала его, и мне кажется, что этому дому не помешает новая мебель. Он показался мне почти пустым. Я уверена, что Сурутан из Наварумы может предоставить тебе все необходимое, чтобы придать уют новому жилищу. Конечно, деньги никогда не помешают. Да будет безопасно. Я рада, что ты решаешь отправиться на поиски этого камня. Он станет украшением моей коллекции. Let me take a look at it. What is that? Daedric writing? I can't read that. Maybe some of the Mages Guild can. Or can you? A list of people. Wait, these are the Mythic Dawn agents. Interesting, The only question is if this list is complete. The Tivoli may reveal some less important agents to us, so that the more important ones go unnoticed. For now, I send words to all major cities, so the activities of the agents can be tracked. Just drop it somewhere. Good question. We need to talk to her, discover what she knows. Devaith Fair reported that Mehrunes Dagon's servants aren't likely to use subterfuge, so maybe we can get some reliable knowledge out of her. After that, I don't know. Tivoli aren't the most harmless Daedra, far from it. Even if we grant her limited freedom, she has to be watched, at least for a time. I can't risk my citizen to do this. Maybe later, depending on how she answers our questions, we find a solution. For now, I fear she has to stay in prison. And what will be in the future, we'll see then. Говорят, Джанту... Я рада, что ты Revoking the Sethe decree, have you thought about the consequences? I like you, but place in Cyrodiil is limited. If we lift the Sethe decree, I fear there will be a migration. Just look at where most Sethe and Sethera currently live, Breville, Leowin. In short, the Nibene region. And why is that so? Shadenhall is dangerously close to Morrowind. The time of slavery has passed, but the memory remains. Anvil is dangerously close to Valenwood. The 5-year war is still fresh in the memory too. If you draw a line through Cyrodiil, through the places where most Khajiit live, you'll end up with a line through Leowin, Borderwatch, Breville, the Imperial City, and at last Bruma. Except that in Bruma at most 3 of them are living. I don't have anything against new citizens. Unfortunately, with the current crisis and Cloud Ruler Temple nearby, I fear we could easily run out of supplies. Say what you like about Nords, but I do trust them a bit more in times of a crisis. Unfortunately, this doesn't change anything. It was the most imminent crisis, but not the only one. There's something going on in Skyrim, especially now with the death of the last Septim. Don't you see dark clouds on the horizon? There will very likely be war about who's going to sit on the dragon throne. Or provinces separate from the Empire. Both will not be pretty. Nords and Khajiit don't get along too well.
I don't want to risk trouble with the local Nords, and especially not with Skyrim. The end of one crisis is just the beginning of the next. You would give your gold so that Bruma can stock up with enough supplies. Be aware that we're talking about a lot of supplies. Also, some weapons and armors are necessary so that the people are able to help defending our city. Even if Bruma will pay the half, you would still need to help us out with 25.0 gold. Thank you. Как я понимаю, он готов учить других. А это стоит много. Больше, чем просто пара золотых. Продолжай. Удивительно. Рума стала местом, где Мартин Септим. Твоя миссия по поиску реликвий крестоносца напоминает о легендах древних времен. Приятно познакомиться, сэр-рыцарь. До свидания.
Что-то случилось? Destiny has approached. Great timing. In fact, we have a new tap. Although I'm reluctant to send anyone, well, neither Zeresh nor myself would be welcome there anyway. We were asked to deliver a certain Daedric item, one of the old stales. Daedric items are made out of the bunny in which a Daedric soul got forged in. Today mindless beasts are used mostly, a few centuries back which lead to sentient items driving their wearers insane. This someone is Reminus Polus of the Mages Guild. Yes, he already located the item and sent someone to get it, whose mind now is in the property of... As I've said, I don't feel comfortable about this. Although these kind of relics are very dangerous, it's your choice, I guess. I can tell you what you'd need to do if... First of all, find the item. It's a book, Tome of Lottie. As far as I know, Santerre tried to sell it for a very long time now. She succeeded, but the delivery never made. Then get the book, bring it to Reminus Polus. Whatever it does, do not drop it. Daedric relics can be quite unpredictable if dropped. That is probably the hardest part. It will affect you one way or another. I can't predict in which, and you'll be stuck with it until you arrive back in Mundus. Even longer, until you hand it over to Reminus. Worse yet, I fear you'll need to travel by normal means as soon as you've got the book. So, what is it? Then, remember, it's somewhere in the Shivering Ezels, likely still in New Shiv. That's all I can say for sure. Keep your eyes open. Don't forget, this book is dangerous, and you can't get rid of it once you've got it. Good luck!